Hey yo, what's up guys, вы на канале Simple English. My name's Ivan. И сегодня мы разбираем тему, такие слова как no, none and none of. No, none, none of. Чем они отличаются, чем похожи, как переводятся. So, и мы читаем эту информацию на сайте Cambridge Dictionary. Okay, so let's get going. No and none of are determiners. None is a pronoun. No, none and none of indicate negation. То есть слово no и none of это определяющие слова, определители. None, слово none это местоимения. No, none и none of они указывают на отрицание. То есть обозначают отрицание. No. Когда используем слово no? We use no directly before nouns. I've got no time to waste. Ain't nobody got time for that. There are no people I recognize here. She says she has no friends. Итак, слово no мы используем прямо перед существительными. Допустим, у меня нет времени, чтобы так растрачивать. So, no time, нет время. Нет людей, которых я здесь узнаю. No people. She says she has no friends. Она говорит, что у ней нет друзей. Нет друзей, no friends. Слово none. None is the pronoun form of no. None means not one or not any. We use it as a pronoun to replace countable and uncountable nouns. We use it as subject or object. Так, слово none это местоименная форма слова no. То есть это no как в форме местоимения. То есть оно заменяет существительное. И none означает not one, то есть не один. Или not any. То же самое, в принципе. Ни один, ни одни. И мы используем это слово в качестве местоимения, то есть заменить полностью существительное. После него существительное не надо. Чтобы заменить существительное исчисляемое и неисчисляемое. И мы его, вот это слово none, используем как подлежащее и как объект. То есть дополнение. Sloan stared and seemed to try to find some strength which would let her speak, but none came. No strength came. Так Sloan уставилась и, то есть, может, типа глядела в одну точку, уставилась в одну точку, допустим, и казалось, что она пытается найти какую-то силу, которая дала бы ей говорить, позволила бы ей говорить. Но никакая сила не приходила. None. None это имеется в виду no strength. Никакая сила. My mother had two brothers. My father had none. У моей мамы было двое братьев. У моего отца нисколько. То есть none можно перевести как в этом случае нисколько. Нисколько братьев. Didn't have any brothers. Не имел вообще нисколько братьев. What reasons did he give? None. 1, 2, 3 into the 4. 1 pop, 2 pop, 3 pop, 4. 4 pop, 3 pop, 2 pop, 1. Your pop, he's pop, your pop, none. То есть какие он причины давал, предоставлял? Никаких. None reasons. So when none is the subject, the verb is either singular or plural, depending on what it is referring to. Когда none является подлежащим, subject, то есть субъектом действия, от которого зависит, с которой связан с глаголом. То есть субъект у нас в предложении всегда что-то делает. Глагол может быть и в единственном, или во множественном числе. Все зависит от того,
чему он относится. I'm always looking for inspiration. None ever comes. Я всегда ищу вдохновение. Вдохновение — единственное число, поэтому comes. None ever comes. Но оно не приходит. She's always looking for ideas. None ever come. Ideas множественное, come. Она всегда ищет идеи, но они не приходят. None of the ideas. None ever come. Alright. Warning. Предупреждение. We don't use none where we mean no one or nobody. То есть мы не используем none, если мы имеем в виду никто. No one, nobody. То есть никто. То есть одушевленное. None не может заменять одушевленное существительное. They had a wonderful time and luckily no one was injured. То есть они провели волшебное время, чудесно, и, к счастью, никто не пострадал, никто не был ранен. No one, никто. То есть нельзя сказать none was injured. Это будет ничто, допустим, никакое животное. None of. We use none with of before the demonstratives, this, that, possessives, my, your, or pronouns. Так мы используем none со словом of перед the, перед артиклем the. Okay, none of the, none of the, перед указательными местоимениями, none of this, none of that, possessives, притяжательными, none of my, none of your, или местоимениями, допустим, none of it и так далее. None of his old friends knew what had happened to him. То есть никто из будет уже так переводиться. Никто из его старых друзей не знал, что случилось с ним. Окей? Мы добавляем еще не, но в английском используется утвердительная форма. Не знал, просто знал. Knew. Никто не знал. Никто из его старых друзей не знал. None of his old friends knew. It doesn't matter. None of it was your fault. Это не имеет значения. Ничто из этого не было твоей ошибкой. We don't use none of when there is already a negative word, not in the clause. Мы не используем none of, если уже есть отрицательное слово not, например, в предложении. Или isn't, aren't, doesn't, didn't. Okay? She doesn't remember any of us. Она не помнит никого из нас. То есть нельзя сказать she doesn't remember none of us. Потому что doesn't и none уже два отрицания. В английском мы используем в литературном английском только одно отрицание. И обратите внимание, none of можно уже использовать с одушевленными. Просто само слово none не заменяет nobody, no one. А none of плюс любое слово, любое существительное. Warning, предупреждение. When we are referring to two things or people, we use neither of rather than none of. Neither of или neither of. Так, когда мы имеем в виду две вещи или двух людей, мы используем neither of, два произношения. Вместо none of. We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food. Neither of us said anything. Так, значит, мы сели за стол, только мы двое. Он продолжал есть свою еду, и никто из нас ничего не сказал.
ничего не говорил. То есть в этом контексте none of us не подходит, потому что их всего было двое. И лучше использовать neither of us. Neither of, это значит никто из двух. Neither of. In formal styles, we use none of with a singular verb when it is the subject. However, in formal speaking, people often use plural verbs. Так, в формальном стиле мы используем none of с единственным числом. None of with a singular verb. С единственным. Если none of это подлежащее, subject, действующее лицо. None of и единственное число. Однако в informal speaking, да, то есть в неформальной, разговорной, такой уличной речи, да, просто, если это не документы какие-то, не литература, люди часто используют множественное число. None of that surprises me. Ничто из этого меня не удивляет. Indeed, none of his novels is well-shaped or well-written. Никакая из его новелл не оформлена, не написана хорошо. None of the products have been tested on animals and all the bottles are recyclable. Никакие из его продуктов не были протестированы на животных, и все бутылки являются перерабатываемыми. So, typical error. We don't use none directly before nouns. We use no plus noun or none of plus noun. Итак, мы не используем слово none сразу перед существительными. Мы используем no плюс существительное или none of плюс существительное. No children in my group caused any trouble. Or none of the children in my group. Так, никакие дети, ни один из детей в моей группе не вызывал никаких проблем. То есть вот такие у нас варианты. Нельзя сказать none children. Итак, я попросил ChatGPT составить несколько предложений. GPT-3 и GPT-4. Давайте посмотрим, как они с этим справились. Итак, сразу посмотрим. У нас везде множественное число R. Давайте посмотрим, какое у нас было правило. None of используется informal, то есть в неформальной речи с множественным числом. Have, то есть в формальной речи мы используем singular. В неформальной plural. Просто слово none зависит от смысла. None это не один, не одна, none. Inspiration единственное число, ни одна не приходит. None ever comes. Если они не приходят, none ever come. То есть идеи не приходят, none ever come. Пробуйте делать самостоятельно и нажимать на паузу, и я буду говорить ответ. So, number 1. Fill in the blanks with the correct word. Да, часто такое задание встречается. Заполните пропуски правильным словом. No, none or no of the students in the class scored high on the test. Конечно, мы выбираем none of. То есть no of, такого нет. Словосочетание none of the students. 2. Complete the sentence. Заполните предложение. Of the books on the shelf are mine. Конечно же, none of the books. None of the books. Okay. 3. Which of the following sentences is correct? Какое следующее предложение правильное? A. No of the students attended the workshop. B. None of the students attended the workshop. Конечно, мы выбираем B. None of the students attended the workshop. То есть no of не существует, только none of. 4.
Identify the correct usage in the sentence. Слово usage можно со звуком Z, usage, или с usage. То есть определи правильное использование в предложении. То есть опять, какое предложение правильное. A. Neither of the cats are mine. B. None of the cats are mine. Okay. Neither — это никто, ничто из двоих. Neither. Посмотрим еще раз на правило. Когда мы обращаемся к двум вещам или людям, да, говорим о двух вещах или о двух людях, мы используем neither of. Поэтому здесь, конечно, предложение составлено как-то не очень корректно. Но у нас есть are. А neither of мы чаще используем с is. Ну, в принципе, логично. Neither of используется словом is. Neither of — это singular, единственное. Да, вот. То есть neither is a singular conjunction. То есть neither мы используем. So requires the use of the singular verb form. Здесь, в принципе, мы можем догадаться, что neither of the cats are mine. Это тоже так говорят, это тоже разговорная речь, ну, немного не самое правильное. Но none of тоже в основном используется в единственном числе, но в разговоре можно и множественно, в принципе. И здесь в разговоре используют множественное, и здесь, в принципе, тоже в разговоре используют множественное число. Поэтому, опять же, не совсем это корректно, да? То есть какой мы язык здесь формальный, неформальный используем. Вообще в формальном все будет в единственном, в неформальном можно все во множественном. Но если мы представим, что два кота, значит neither of the cats are mine. Никто из этих двух котов или кошек не мои. Если их больше, none of the cats are mine. None of the cats are mine. Alright, 5. Choose the correct word to complete the sentence. Используйте правильное слово, чтобы завершить предложение. Of the guests showed up at the party. То есть нам надо, никто из гостей не показался на вечеринке. Show up. Показаться. Появиться. Конечно, опять none. None of the guests showed up at the party. 6. Which sentence is correct? Nobody wants to attend the meeting. None wants to attend the meeting. Okay? То есть никто не хочет посещать собрание. Итак, none, давайте вспомним, только с неодушевленными. Если мы скажем none of these people, допустим, никто из этих людей, none of these people, тогда будет правильно. Или просто nobody, никто. Nobody wants to attend the meeting. Alright? 7. Fill in the blank with the correct word. Заполни пропуск правильным словом. И, конечно, опять у нас будет none. None of my friends are coming to my birthday party. Никто из моих друзей не собирается, не идет на мой день рождения. 8. Correct the sentence. Исправь предложение. No of the employees know how to operate the machine. Слово no нам нужно будет исправить на слово none. None of the employees know how to operate the machine. 9. Operate the machine, то есть работать с машиной, с каким-то механизмом, с каким-то станком, допустим. So, 9. Choose the correct sentence. Nobody in the office is working today. B.
None in the office is working today. И опять, конечно, мы выбираем A. Nobody, никто. None — это как бы ничто. 10. Complete the sentence. Опять нужно заполнить предложение. Of the movies we watched last night were good. И опять мы выбираем none. None of the movies we watched last night were good. Или neither. Neither of the movies. Дальше я попросил ChatGPT составить задание с ответом, предоставить ответ. Так, посмотрите внимательно на эти предложения и попробуйте сами подставить правильные слова. Choose the correct word to fill in the blanks. То есть или none, или neither. Можете поставить на паузу. Ну и давайте проверим. И посмотрим, правильны ли ответы самой нейронки. One, none. None of them decided to come to the party. Все правильно. None of them. Никто из них не решился прийти на вечеринку. None. None of the food was left over. Ничто из еды не осталось. Left over. Okay. 3. Nobody. Nobody wants to go to the concert with me. Никто не хочет идти на концерт со мной. Nobody. Все правильно. 4. Neither can do it because none of them have the necessary qualifications. То есть neither, никто из этих двоих, neither can do it. Никто не может сделать это, потому что none of them, уже как бы никто, не из двоих, а вообще никто из них. То есть как-то странно. Здесь neither can do it, почему не просто nobody? Вообще, nobody can do it. То есть neither — это никто из двух не может сделать, потому что вообще никто из какого-то большего числа из них не имеет нужной квалификации. То есть тут немножечко что-то непонятно. 5. None of us has any idea what to do. Никто из нас не имеет никакого представления, что делать, никакой идеи, что делать. Поэтому, в четвертом, конечно, просто nobody. Nobody can do it. Because none of them будет лучше nobody. Exercise 2. То же самое. Complete the sentences with the appropriate word. Попробуйте сами сделать, ставьте на паузу и давайте проверим. None. None of the students completed the test. То есть никто из студентов, учеников не завершил тест, не выполнил тест. None of us can speak Spanish fluently. Никто из нас не может говорить по-испански свободно. 3. None of them knew the answer. Никто из них не знал ответ. 4. None of the cakes were eaten. То есть никакие там пирожные, тортики не были съедены. And 5 здесь мне видится очевидная ошибка. No of мы нигде так не говорим. None of the cars were parked correctly. То есть никакая машина не была припаркована правильно. Конечно, здесь no не должно быть. Тоже none. Везде none of. Neither можно, если две машины. Neither of the cars were parked correctly. Поэтому здесь явная ошибка. And GPT-4. GPT 4 версия.
Тоже где-то я что-то заметил, какую-то ошибку. Ну, давайте попробуйте. Вот слова в скобочках нужно выбрать правильно. Fill in the blanks with the correct option from the choices given in the brackets. Заполните пропуски и выберите. Здесь есть опции, которые в скобочках. Нужно выбрать правильную опцию, правильный вариант. Ставим на паузу, выполняем и давайте проверять. Okay, let's go. There are no apples left in the basket. Все правильно, no apples, нет яблок. То есть none apples нельзя, только none of можно использовать. 2. Neither of these books are what I'm looking for. То есть никакая из этих, вот имеется в виду двух книжек, не является той, которую я ищу. 3. Nobody the students. Вот уже ошибка. Nobody the students. Что это такое? Вот это the students не должно быть. Nobody knew the answer to the question. Никто не знал ответа на вопрос. Nobody knew. Вот эти слова тоже лишние. 4. She wanted to find her friends, but none of them were at the party. Она хотела найти своих друзей, но никто из них не был на вечеринке. Все правильно. None of them. And 5. Neither of the workers had left when we arrived. Никто из двух, имеется в виду, работников, не ушел, не уехал, когда мы прибыли. Все правильно. То есть none, нет, кстати, neither of и none нам дают два выбора, и мы можем выбрать и тот будет правильный. Neither of, здесь of тоже есть, да, of, да, все правильно. None of. А нам вообще-то дают neither of the workers. То есть ответ нам дали неправильный, а выбор правильный, потому что of уже есть, поэтому должен быть none the workers. То есть пока еще GPT не может создавать идеальные упражнения, не может написать нам идеальный учебник, придется все смотреть, внимательно исправлять ошибки. So, может, я где-то что-то недопонимаю, напишите в комментариях, как вы думаете. Но мы прочитали правила, и как-то neither of здесь точно не клеится. Поэтому, думаю, еще как бы это не идеальная машина, чтобы создавать вот именно упражнения. Exercise 2. Rewrite the sentences replacing the underlined words with the correct option from the choices given in the brackets. Ну, здесь вам уже нужно и нам вместе переписать предложение, переделать. Даются варианты в скобочках. Очень интересное упражнение. То есть вот мы читаем: There are not any problems with this plan. То есть нет никаких проблем с этим планом. Нам надо или вот вместо всего этого, или no, вот вместо этого. Или no, или none. И так далее. То есть ставьте на паузу, думайте. И сейчас все проверим. Okay, answers. Смотрите, было there are not any problems with this plan. Нет никаких проблем с этим планом. И мы можем так сказать. There are no problems with this plan. 2. All of her suggestions were helpful, but not any of them were perfect. Можно переделать так. All of her suggestions were helpful, but none of them were perfect. None of them. Not any of them. None of them. 3. Not a single person in the room had seen the accident. 3. Nobody in the room had seen the accident. То есть not a single person мы заменяем на слово nobody. 4.
We talked to a lot of people, but not any of them could help us. We talked to a lot of people, but none of them could help us. Okay, none of them, not any of them. 5. There are not any one of my friends who can come to the party. 5. None of my friends can come to the party. То есть вот так, такое длинное предложение на вот такое простое заменение. There are убрали. Not any one of my заменили на none of my friends, okay, can come to the party. Ну, можно было просто вместо not any также none of, there are none of my friends who can come there not to the party. Ну, так будет, конечно, намного проще. None of my friends can come to the party. Alright. Alright. I say, So that's it for today. Thumbs up, ставим лайки, subscribe, подписываемся, and see you in the next video. Goodbye.